Привет! Меня зовут Сергей. В одном из наших прошлых видеоуроков мы плели чашечку кофе. А в этом видеоуроке мы сплетем пирожное, которое к этой чашечке кофе очень подойдет. Но в нашем случае пирожное будет клубничное и будет выглядеть вот так. Не правда ли оно похоже на настоящее? Я думаю, что очень. Я надеюсь, что этот урок вам понравится, поэтому не забудьте поставить лайк. Ну что ж, мне приятного аппетита, а вам поехали! Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков первых двух рядов смотрят в правую сторону, а открытые стороны столбиков дальнего ряда смотрят в левую сторону. Работать мы будем примерно в центральной части станка, и накидывание резинок начнем с верхней части пирожного. И для этого я буду использовать розовые резинки. Беру пару и накидываю со столбика левого ряда на столбик центрального ряда. И эта пара у нас получается накинута немножко по диагонали. С правой стороны накидываем точно так же. Теперь возьмем две резиночки и накинем их на центральный столбик 3 оборота. Накинули, один оборот получился, закручиваем второй оборот и закручиваем третий оборот. Далее берем крючок и плетем вот эти пары резинок. Нам просто нужно засунуть крючок в центр, отодвинуть резинки, которые мы только что закручивали, и захватить изнутри пару, которая находится выше. В моем случае эта пара относится к столбику дальнего ряда или правого. Теперь вот эту пару захватываем тоже изнутри и накидываем на соответствующий столбик. Я здесь проверну крючком, чтобы резинки более равномерно натянулись. Это у нас был базовый слой. Теперь мы накинем резинки уже следующего слоя. Пару соединяем вот эти два столбика. Следующую пару мы накидываем, тоже соединив эти два столбика, но чтобы эта пара у нас проходила вот за этим столбиком. Сейчас я покажу. Накидываем сюда, натягиваем, за столбиком заводим и накидываем вот сюда. Замечательно. Теперь плетем, захватываем вот здесь на столбике 4 нижних резинки, натягиваем их и скидываем с внешней стороны внутрь. На другом столбике, поверну станок, делаем то же самое. Захватываем нижнюю четверку резинок, натягиваю ее и скидываю со столбика. Теперь нам нужно произвести расширение резинок вот с этих столбиков. Здесь мы, кстати, ничего не снимали резинки нижнего ряда, они там так и находятся. Сейчас нам нужно захватить верхние резинки с этого столбика. Давайте это сделаем. Захватываю верхнюю пару, снимаю и накидываю на соседний столбик. Чуть-чуть будем расширять. Здесь тоже захватываю верхнюю пару, снимаю и накидываю на соседний столбик. Опускаем резиночки вниз. И теперь накинем на вот этот маленький прямоугольничек резинки по периметру. Тоже парами. Накидываем одна пара. Далее еще одна пара. Следующая. И еще одна. Теперь с каждого столбика снимаем 2 резинки предыдущего ряда. Вот я их захватываю, натягиваю и скидываю с внешней стороны внутрь. На следующем столбике делаем то же самое. Поворачиваем станок. И здесь тоже снимаем, скидываем и снимаем нижнюю пару, скидываем. Опускаем резинки вниз. И сейчас нам нужно вновь заняться расширением. Но на этот раз мы будем расширять все вот эти столбики в стороны. Захватываем, например, вот с этого начнем, захватываем верхнюю пару резинок и смотрим, откуда она идет. Она идет вот отсюда, а нам же нужно, чтобы она шла как бы из центра. Поэтому я временно придержу вот эту пару резинок рукой, захватываю другую пару, видите, как будто бы она идет с центрального столбика. Ну, на самом деле отсюда, но
лучик к центру у нас идет. Это нам и нужно, поэтому мы захватываем вот эту пару и накидываем на соседний столбик. А ту часть, которую придерживаем пальцем, накидываем на освободившийся. Опускаем резинки вниз и занимаемся расширением теперь вот этого столбика. Я захватываю пару, которая находится выше, снимаю. Видите, она идет как будто бы из центра. Поэтому она нам и нужна, мы накидываем ее на соседний столбик. Поворачиваем станок и точно так же разбираемся с этими двумя столбиками. Снимаю верхнюю пару. Она идет отсюда. Это нам не подходит. Придерживаем пальцами. А вот эта часть как раз идет из центра. Мы ее поэтому накидываем на соседний столбик, расширяя нашу конструкцию. А другую часть накидываем на освободившийся. И, наконец, здесь захватываем верхнюю пару, снимаем. Она идет, смотрите, вот с этого столбика. Не подходит нам такой вариант, придерживаем. Другую пару захватываем, она идет из центра. То, что нужно. Накидываем на соседний, а вот это возвращаем обратно. Опускаем на всех столбиках резинки вниз. И сейчас накидываем по получившемуся уже большому прямоугольнику резинки парами. С каждого столбика снимаем резинки предыдущего ряда. По 2 штучки на каждом столбике. 2 натягиваем, скидываем. На следующем 2. То же самое делаем здесь. Дальше. Поворачиваем станок, чтобы было удобнее работать с другим рядом. И здесь захватываем нижние резинки и скидываем их с внешней стороны внутрь. Опускаем получившуюся конструкцию вниз. И сейчас нам нужно опять сделать расширение угловых столбиков в стороны, чтобы у нас была более большая, широкая конструкция. Процесс расширения абсолютно точно такой же, как и раньше. Захватываем верхнюю пару. Она идет у нас не из центра, а вот с этого столбика. Поэтому держим пальцами. Захватываем другую пару. Она идет из центра. Накидываем поэтому на соседний столбик, а вот эту часть возвращаем обратно. Далее здесь теперь захватываем верхнюю пару. Она идет как раз из центра. Поэтому мы накидываем на соседний, а это так у нас и остается лежать. Поворачиваем. Дальше захватываем здесь верхнюю пару. Она идет отсюда, поэтому придерживаем. А другую часть, соответственно, накидываем на соседний столбик. А вот это возвращаем обратно. И последний столбик у нас остался. Вот он. Захватываем верхнюю пару. Опять она у нас идет не из центра, а вот с этого столбика. Поэтому держим. Другую часть захватываем. И накидываем на соседний. А вот это возвращаем назад. Все, видите, расширение у нас сделано, все симметрично, красиво, нигде ничего не перехлестывается, и все ровненько. И сейчас накидываем резинки по периметру, по 2 штучки, как обычно. Теперь с каждого столбика снимаем резинки нижнего ряда. Здесь 2, 2, 4, 4, 2, 2. Захватываем, скидываем, захватываем, скидываем. Вот здесь 4 резинки. Аккуратненько их захватываем, тоже скидываем. Здесь 4, 2 и снова 2.
Не забываем, конечно, и про этот ряд. Поворачиваем станок и работаем с ним. 2 резинки внизу, 2 резинки внизу, 4 резинки внизу, снова 4 резинки внизу, опять 2 и последний раз 2. Опускаем все вниз, и следующий слой у нас уже будет слоем с глазами. Для создания глаз можно использовать резинки черного цвета, а можно использовать бусины. Я, как обычно, покажу оба варианта. Берем одну черную резинку и закручиваем ее на крючке 2 оборота. 1 и 2. Захватываем эти 2 оборотика и накидываем на крючок еще раз. Теперь берем 2 розовых, накидываем на крючок и снимаем на эту пару черные оборотики. Размещаем со 2 на 3 столбик, если считать вот отсюда. 1, 2, 3. Это у нас получился один глаз. Теперь сделаем еще один такой же глаз. Накручиваю 2 оборота и еще раз накидываю на крючок. Берем теперь 2 розовых, снимаем на них черные оборотики и накидываем с 3 на 4 столбик. И у нас получились глаза, сделанные из резинок. Но если у вас есть бусины размером 7 примерно миллиметров, можно также 6 миллиметров использовать, как в моем случае, например, то лучше делать глаза именно из бусин. Они отражают свет и делают такой приятный блеск, живость придают глазам. Я поэтому сниму вот эти заготовки из глаз, сделанных из резинок, и посмотрим, как нам нужно нанизывать бусинку на 2 резинки. Я беру проволочку, сгибаю ее в виде буквы Г. Это проволока для плетения бисером. Далее беру 2 резиночки, накидываю их вот сюда, соединяю 2 части проволоки и накидываю бусинку на резинки. Вот у нас получилась такая заготовка. Размещаем ее там же, где мы сейчас с вами размещали глаза из резинок, то есть со 2 на 3 столбик. Другой глаз мы накидываем с 3 на 4 столбик. Чтобы слой у нас получился полноценным, на все оставшиеся пары столбиков мы накидываем пары резинок розового цвета. Здесь у нас уже есть пара и здесь есть. А дальше мы гоним, соответственно, пустые пары. Следующий слой у нас будет слоем с щечками, но прежде чем мы к нему перейдем, давайте сплетем нижний ряд. Просто на каждом столбике захватываем 4 нижних резинки и скидываем их с внешней стороны внутрь нашей получающейся пироженки. Поворачиваем. Следующий слой, как я уже сказал, будет слоем с щечками. Щечки я буду делать из резинок фиолетового цвета. Вы можете любой другой цвет использовать. Красный, желтый, какой вам нравится. Берем одну резинку, закручиваем 2 оборота на крючке. 1, 2. Захватываем эти 2 оборотика и накидываем на крючок еще раз. Далее пару розовых накидываем, снимаем вот эту заготовочку. И располагаем там же, где и один из глаз, то есть со 2 на 3 столбик. Возьмем еще одну резинку и сделаем вторую щечку. 2 оборота. Захватываем их пальцами, накидываем на крючок еще раз. Теперь берем 2 розовых. И снимаем на них
вот эти оборотики фиолетовый. Размещаем с 3-го на 4-й столбик. И опять же, чтобы слой получился полноценным, на все оставшиеся пары столбиков по периметру накидываем по 2 резинки розового цвета. Снимаем с каждого столбика резинки нижнего слоя, по 4 на каждом столбике. Опускаем все резиночки вниз и далее сделаем рот. Для создания рта я воспользуюсь одной черной резинкой. Накручу ее на крючке 2 оборота, 1 и 2. Повернем станок той стороной, чтобы глаза смотрели на нас. Между щек захватываю все 4 резинки, которые здесь находятся, и скидываю сюда 2 оборота черной. Теперь аккуратненько снимаем со столбика эти розовые резинки, удерживая их на крючке, и двигаем туда, ближе к центру, эту скрученную вдвое резинку черного цвета. А теперь возвращаем на столбик обратно те резиночки, которые мы только что с него сняли. И черная у нас получается, что находится за столбиком, то, что нам и нужно. Сейчас сделаем самый обычный ряд, накидывая резинки по кругу, по 2 штучки. Как обычно, с каждого столбика снимаем резинки нижнего слоя. По 4 на каждом столбике в данном случае. Теперь опускаем резинки вниз, а центральную часть напротив поднимем немножко наверх. Сделаем это аккуратненько, захватываю резинки и поднимаю их немножко наверх вот с этих центральных столбиков. Здесь тоже можно захватить резиночки и немножко их к центру продвинуть. И здесь тоже можно захватить вот эти, которые снаружи находятся, и к центру их слегка продвинуть. Вот так. Отсюда снимаем. И центральная часть у нас, в общем-то, поднята более-менее. Далее, нам нужно сейчас опустить резинки, которые находятся на столбиках, максимально вниз. Потому что сейчас нам нужно будет накидывать сразу 2 слоя. По очереди, конечно, но они будут накинуты на столбиках одновременно. Поэтому, чтобы было место для накидывания этих столбиков, вы опустите как можно ниже вот эти резинки, можно даже к самому основанию столбика. Итак, я это сделал. И сейчас накидываем слой, но не по 2 резинки будем накидывать в этот раз, а по 3. И каждую тройку резинок при накидывании будем поворачивать 8-кой. Накидываю, то есть поворачиваю 8-кой и накидываю на этот столбик, на соседний столбик еще раз. Следующую тройку берем, накидываем дальше. 1 и 2. И видите, за счет того, что мы предыдущий ряд опустили максимально вниз, мы с вами видим четко границу между предыдущим рядом и следующим. Следующую тройку дальше.
И так далее по всему периметру вот этого прямоугольника накидываем резиночки так, как я показал. Не забываем закручивать восьмеркой. Весь слой накинули, и теперь немножко опустим его вниз. Не слишком низко, чтобы он не слился с предыдущим слоем, а так, слегка. Потому что сейчас нам нужно будет накинуть еще один слой, не снимая предыдущего. И этот слой уже будет состоять, как обычно, из двух резинок, и никаких сложностей в его накидывании у нас не возникнет. Просто по две резинки берем и по всему периметру прямоугольника их накидываем. А вот теперь у нас будет самый сложный момент в процессе плетения этого пирожного. Сейчас на каждом столбике у нас находится 4 резинки нижнего слоя, затем 6 резинок среднего слоя и 4 резинки верхнего слоя. Нам нужно захватить 6 резинок среднего слоя и с внешней стороны аккуратно скинуть внутрь. На следующем столбике делаем то же самое. Захватываем 6 резинок центрального слоя и с внешней стороны скидываем внутрь. Дальше тоже захватываем 6 центральных резинок. Их бывает не очень просто определить, и в этом как раз и есть вся сложность. 6 центральных. С внешней стороны скидываем внутрь. Далее поехали. И по всему периметру делаем эту операцию. Итак, с центральным рядом мы разобрались, и сейчас у нас на каждом столбике 8 резинок, 4 нижнего слоя и 4 верхнего. Нам сейчас нужно в каждый столбик засунуть крючок внутрь, отодвинуть верхний слой и захватить изнутри 4 резинки нижнего слоя и аккуратненько их с этого столбика снять. Теперь придерживаем вот эту часть пальцами и снимаем со столбика резинки, которые на нем остались. Возвращаем на столбик резинки, которые придерживаем пальцами. Теперь здесь захватываем изнутри 4 нижних резинки. Снимаем их со столбика и придерживаем пальцами. Теперь снимаем со столбика резинки, которые там остались, и вместо них накидываем, которые мы держали. Продолжаем. Здесь точно так же. Изнутри захватываем нижнюю четверку, снимаем со столбика, придерживаю пальцами и снимаю все остальное. Накидываю резинки обратно, которые я придерживал. Также можно сделать немножко по-другому. Мы, как обычно, захватываем изнутри, снимаем и не в руку вот эту часть берем, а снимаем со столбика с помощью пальцев резинки.
Но мне кажется, это немножко получается сложнее, и поэтому я предпочитаю все-таки перекладывать резинки, которые снимаю, в руку. То есть вот так изнутри снимаю, перекладываю в руку, снимаю все остальное с помощью крючка и возвращаю обратно то, что я придерживал. На всех оставшихся столбиках делаем то же самое. На всех столбиках опускаем резинки вниз, а центральные, наоборот, поднимаем наверх. С розовыми резинками мы закончили работу. Теперь переходим к нижней части пирожного, и я ее буду делать из резинок коричневого цвета. Сейчас нам нужно на каждый столбик сделать наращение из 2 коричневых резинок. Я беру 2, засовываю крючок в любой из столбиков, вытаскиваю крючок внутри, накидываю пару коричневых и вытаскиваю их сверху. Другую часть накидываю на крючок. Теперь снимаем со столбика те резинки, которые на нем сейчас находятся, и вместо них накидываем коричневые с крючка. Делаем точно так же на следующем столбике. Завожу крючок сверху вниз, накидываю 2 коричневых, вытаскиваю их сверху, другую часть на крючок, снимаем со столбика те, которые на нем находятся, резинки, и вместо них накидываем вот эти коричневые на столбик. На третьем столбике поступаем также. 2 резиночки, изнутри наверх, другую часть на крючок, снимаем со столбика и вместо них накидываем вот эти коричневые. На всех оставшихся столбиках нужно сделать то же самое. На всех столбиках сделали наращение коричневых резинок. Теперь нам нужно накинуть коричневые по всему периметру получившейся у нас конструкции, но при накидывании мы с вами должны чередовать 2 резинки, скрученная вдвое, 2, скрученная вдвое. Сначала накидываем 2 резинки, затем берем одну, скручиваем вдвое и накидываем на следующую пару столбиков. Затем накидываем опять 2 резинки, далее скрученную вдвое. Затем опять 2 и опять скрученную вдвое. И так по всему периметру нашего прямоугольника. Здесь 2, дальше скрученная вдвое. Наконец, последняя скрученная вдвое замыкает наш круг или прямоугольник. Из каждого столбика мы снимаем резинки нижнего слоя, по 4 на каждом столбике. Теперь опять давайте
Центральные столбики поднимем наверх, точнее, то, что на них находится. А крайние, наоборот, опустим вниз. Сейчас накинем резинки по кругу самым обычным способом. По 2 штучки на каждую пару столбиков. 2 резинки. Накидываю раз. Накидываю еще 2. Далее 2. И так по всему периметру. С каждого столбика снимаем резинки нижнего слоя. Опять крайние столбики опускаем вниз, а центральную часть, наоборот, поднимем наверх. И сделаем сейчас еще один самый обычный слой, накидывая резинки по периметру парами. 2, 2 и так далее по кругу. Снимаем, как обычно, нижний слой. Опускаем на крайних столбиках вниз, а центральную часть поднимаем наверх. Можно еще вот с этих центральных тоже ближе к центру резинки подвинуть. Главное, нечаянно не скинуть их с крайних столбиков. Так, здесь подвинул к центру. И на другой стороне тоже возьму. И вот так сниму и поближе к центру подвину. Опускаем вниз все, центральную опять наверх. И сейчас сделаем слой, чередуя резинки. 2 скрученная вдвое, 2 скрученная вдвое. Такой слой мы уже делали, поэтому ничего сложного здесь не возникнет. Вот 2 резинки накидываю. Теперь скручиваю вдвое на пальцах, накидываю на следующую пару столбиков. Теперь 2 резинки. Скрученная вдвое. И так далее по кругу. Снимаем нижний слой. Опускаем резинки вниз. И все плетение мы с вами завершили. Теперь нам нужно всю получившуюся у нас конструкцию снять на 2 коричневых резинки. Но мы будем делать это безопасным способом, а именно так. Берем 2 коричневых, накидываю на 2 столбика слева. Захватываю на этих столбиках по 4 резинки нижнего слоя, скидываю отсюда и скидываю вот с этого столбика, повернув станок. Теперь эту пару мы двигаем дальше. То есть снимаем отсюда, накидываю на соседний столбик.
И отсюда снимаю и накидываю на соседний столбик. С центрального можно резинки снять. И снимаем теперь на вот эту передвинутую пару 4 нижних здесь и 4 нижних здесь. И вновь эту пару передвигаем дальше на следующую пару столбиков. Захватываю и сюда скидываю на соседний. И здесь тоже захватываю и передвигаю на соседний столбик. Снимаем здесь 4 нижних, накидываю на эту пару. И с другой стороны тоже снимаю 4 нижних и накидываю на эту пару. Двигаем пару дальше, на следующие 2 столбика. Снимаю, накидываю вот сюда. Кстати, сразу можно здесь снять 4 нижних, чтобы нам станок не крутить зря несколько раз. И здесь тоже пару захватываем, двигаем на соседний столбик. Захватываем 4 нижних и скидываем. Продвигаем пару дальше. Захватываю здесь. Снимаю, накидываю на соседний столбик. Давайте сразу здесь 4 нижних захватим и скинем. С обратной стороны точно так же. Пару захватываем, двигаем на соседний. На нем снимаем 4 нижних. И скидываем на эту пару. Так. И нам осталось буквально ничего. Еще передвинуть пару вот сюда, на последние 2 столбика. Снимаем, накидываем сюда. Захватываем 4 нижних, скидываем. И с другой стороны передвигаем пару. Накидываем на соседний столбик, на котором у нас осталось 4 резинки, захватываем 4 нижних и скидываем. Все, у нас осталось 2 столбика с парой резинок, на которых все и держится. Мы их скидываем сейчас на крючок. Захватываю вот здесь, скидываю на крючок резинки и аккуратненько с оставшегося столбика тоже скидываю на крючок. Аккуратненько разравниваем нашу пироженку. Вот эту центральную часть немножко высовываю. И теперь из оставшихся на крючке резинок нам нужно сделать петли. То есть проводим одну часть внутри другой части этой пары. Немножко затягиваем. Но здесь натяжение вот этой пары, оно уже довольно сильное. Поэтому мы вплести ее не сможем так, чтобы было крепко. Поэтому сделаем следующим образом. Я возьму одну резинку. Или даже можно взять 2 резинки, накидываю на крючок, просовываю в торчащую петлю и делаю уже из этой резинки петлю. Оп, затягиваем. И теперь у нас вот эта торчащая часть получается более длинной, и мы можем ее более прочно вплести в резиночки. И ничего не распустится. Так, давайте как раз этим и займемся. Я захватываю резинки какие-нибудь, которые находятся не слишком далеко. Вот 4, 5 или 6 захватил. Захватываю торчащую петлю и провожу ее внутри. И у нас еще здесь и узелок есть, поэтому он тоже не даст распуститься. Чтобы резинки не торчали, мы продолжим процесс их вплетения. Дальше вплетаем. Захватываю еще несколько резиночек дальше. Вплетаем. И так идем по кругу. Не спеша. Вплетаем эти резинки. Думаем о хороших временах нашей жизни. О радостных минутах. О счастливых моментах. И мечтаем о чем-нибудь еще более прекрасном. Ну а пока мы мечтали, уже резинка вся и закончилась. Все, она вплелась. Еще раз вытащим центральную часть, чтобы она не убегала. И все, наша пироженка готова. Вот такая она у нас
получилась. Я надеюсь, что и у вас она получилась тоже. Поэтому поставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И обязательно пишите комментарии. Я их всегда с большим удовольствием читаю, несмотря на то, что их преогромное количество. К сожалению, ответить могу не всем, но по возможности отвечаю. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.